Всем привет, дорогие друзья! Сегодня буду готовить тонкий лаваш без раскатки на жидком тесте без яиц из 3 ингредиентов для жареных спринг-роллов, пирожков и рулетиков с разными начинками. На мой взгляд, это самый простой и быстрый способ приготовления таких тонких лавашей, как блины. И сами эти блинчики получаются очень эластичные. В них удобно заворачивать любую начинку. И вы их можете использовать как вместо хлеба, так и обжаривать в них разные начинки. Для приготовления теста мне понадобится рецепт теста простейший. Фактически нужны только мука, соль. Соль добавляю в муку, перемешиваю. Муку предварительно я уже просеяла. Теперь добавляю воду, обычную воду комнатной температуры. Фактически готовим такое тесто, похоже как на блины. Добавляйте воду постепенно, таким образом тесто будет легко замешиваться без комочков. Сейчас добавляю всю оставшуюся воду. Получилось вот такое однородное тесто, совершенно без комочков. И теперь вливаю в него растительное масло. Я использую оливковое, можно использовать любое растительное масло без запаха. Перемешиваю. Посмотрите, какое по густоте получается тесто. Фактически, как я и говорила, как тесто на обычные блины. Только здесь не используем даже яйца. И здесь, можно сказать, используется всего лишь 3 ингредиента, если не считать соли. Мука, вода и растительное масло. Тесто я закрываю пищевой пленкой и оставлю отдохнуть минут на 15-20. И сейчас буду обжаривать лаваш. Тесто постояло и чуть больше загустело. Для приготовления вот этих лавашей, блинов, мне понадобится вот такая широкая силиконовая кисточка. Ей будет очень удобно наносить тесто на сковородку. Тесто сначала немного перемешиваю. Сковородку я уже включила разогреваться. Сейчас сковородку я приподнимаю от плиты, чтобы она не была такая горячая. И кисточкой наношу тесто. Старайтесь в одном месте кисточкой 2 раза не проводить, пока тесто не схватится. Для приготовления лучше всего использовать сковородку с толстым дном и хорошим покрытием. Диаметр моей сковороды по дну 19 см. Благодаря кисточке тесто получается очень тонким слоем наносится на сковородку. Я каждый раз макаю кисточку и провожу. После того, как я нанесла первый слой теста, сковородку возвращаю на плиту и наношу следующий слой, чтобы не было дырочек, чтобы тесто полностью покрыло дно сковородки. Все очень легко и просто. Вы можете кисточкой спокойно добавить тесто там, где его не хватает. И теперь обжариваю все как обычный блинчик. Все это делается очень быстро. Переворачиваю и буквально несколько секунд обжариваю со второй стороны. Первый лаваш готов. Снимаю его на тарелку. Посмотрите, какое тонкое получается тесто. Сейчас края еще немного хрустящие. Когда блинчик немного полежит, он станет мягким. И таким образом я обжариваю все лаваши. Выливать это тесто на сковородку, как мы готовим обычные блины, я не рекомендую, потому что тесто довольно такое плотное, и оно не будет так хорошо и тонко ложиться. Блины получаются очень тонкие, такие прозрачные, эластичные. Если вы хотите, чтобы края вот этих блинчиков, лавашиков становились быстрее мягкими, можно все сверху накрывать крышкой. Я испекла все лаваши. Всего их из этого количества ингредиентов, в зависимости от того, какой толщины вы готовите тесто и на каком диаметре сковороды вы их выпекаете, получается 12-15 лавашей. Я желаю всем приятного аппетита, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук Позитивная кухня. Всем пока!